Здравствуйте! Как выглядят автомобильные события на Руси? Китайцы, 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 АвтоВАЗ. Китайцы, 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 КамАЗ. И вдруг в разгар санкций пошли другие новости. Появляется бренд спортивных автомобилей «Росса». Вокруг война, Россия уничтожает Украину, а в Москве презентация нового автомобиля. Машина сразу и для трека, и для улицы, чтобы красиво проехать на «Россе» вместо полагающейся иномарки. Сделана машина методом глубокой международной интеграции, то есть из импортных комплектующих недружественных стран. Двигатель V10 Lamborghini. Несмотря на новизну Россы и богатого гонщика Романа Русинова с респектабельной родословной, это не новая машина. Это в разгар войны всплыл конструктор Игорь Ермилин, по третьему разу продающий проект «Маруся». Прежде «Маруси строение» было частной инициативой на задворках автопрома и не подразумевало результата. Всякая «Маруся» создавалась как прикрытие для серьезных людей с большими намерениями. Но сегодня «Маруся», ставшая «Россой», пиар-показатель российского благополучия и доказательство, что в стране настолько хорошо, что даже появляются новые спортивные автомобили, до которых наконец-то дошли руки в связи с небывалыми экономическими достижениями. Продолжая доказывать самим себе устойчивость российской экономики и всеобщий расцвет страны, появился еще один гоночный бренд, называется «Рудин». На импортный манер его полагается называть «Райдин». Идея бренда, как у Россы, до нее, как у Маруси, величие страны и советского автопрома на фоне неприятностей в условиях импортозамещения. Российский кольцевой спорт привык гоняться на иномарках. Свое отечественное случается крайне редко. Но сегодня важно показать, что даже здесь есть место патриотизму. Поэтому надо создать свое не хуже, чем у них. Данная идея самообмана существует все столетие советской автомобильной промышленности, ни разу не достигнув обещанного. Импортозамещенный гоночный «Рудин» собирается из немецких комплектующих. Когда в России требуется заменить заграничную деталь, лучше всего подходит немецкая. Во время войны, под санкциями, любая запчасть будет доставлена точно в срок, поскольку русские из-за колючей проволоки охотно платят в три конца, зарубежных партнеров переизбыток. Русские спортивные машины не нужны даже в России. Они дорогие, плохо сделаны, из хороших деталей, стоят столько, что всегда проще и логичнее за эти деньги купить иномарку. Продавать их за границей бесполезно, поскольку у них нет имени, а теперь еще и добавляется плохая репутация страны. Поэтому все суперкары Отечества нужны только для пиара, чтобы достойно выглядеть перед зеркалом. Заодно прозвучать на весь мир красивыми фотографиями, доказывающими, что Россия может одновременно и убивать украинцев, и мечтать об автоспорте. Поддерживая тему больших скоростей, без Маруси строения, Московский государственный технический университет имени Баумана предъявляет подрастающую смену будущих инженеров. Они пошли не на войну, они выполнили работу вместо инженеров АвтоВАЗа и приладили турбину к 16-клапанному двигателю ВАЗ-21126 от Приоры. Студенты конструкторского бюро молодежи, КБМ, с мотора объемом 1,6 получили мощность 170 вместо привычных 98 лошадиных сил. На АвтоВАЗе мощные моторы не получаются. Турбированные и подавно. Штатный 1,8 от Весты мощностью 122 лошади настолько мертвый, что в его паспортные силы невозможно поверить. Но в Тольятти проблему вялых моторов не могут решить никогда. За 55 лет ни разу не получилось. Получилось у студентов, что доказывает миролюбивую позицию России и подготовку кадров для мирного созидания. На заводе по производству старых КамАЗов в Набережных Челнах изготовили первый каркас кабины К5 специальной модификации, более низкую и узкую. Чтобы КамАЗ производил впечатление новинки, ему требуется новая кабина. Благодаря Мерседесу КамАЗ еще до войны получил кабину от Актроса, научился ее варить, маскировать своим логотипом. Затем Мерседес от КамАЗа ушел, что никак не помешало дальнейшей совместной работе. Немцы продолжили свои проекты, как и американцы, которые всю войну работают для КамАЗа. И вот теперь, в разгар войны, КамАЗ осваивает следующую кабину от Mercedes-Benz Antos. Если Германия ввела санкции против России, то Mercedes нет.
Поэтому в результате международной интеграции завод, находящийся под санкциями США, созидает одну новинку за другой, но в отличие от гоночных проектов и затей МГТУ имени Баумана, делает это для войны, чтобы произведенные при помощи Германии и Америки автомобили качественно воевали в Украине. Все эти проекты и затеи отечественного автопрома, случившиеся без привычного и повсеместного участия китайцев, предъявлены миру, чтобы показать недружественным странам, насколько бесполезны их попытки что бы то ни было сделать с Россией. Быть успешным на китайском автомобильном рынке выгодно, но неприлично. В Китае, где всего миллиард, добиться успеха требуется один раз, потом достаточно подбрасывать дрова в очаг, чтобы не угасал. Но расплата ожидается угрожающая. Было ваше, стало наше. Китай впускает к себе не потому, что сам ничего не умеет, потому что хочет научиться зарабатывать на иностранцах, со временем либо украв чужой бизнес, либо скопировав его, либо обманув. В 2024 году китайская статистика записала себе результат продаж в 31 миллион 440 тысяч автомобилей, больше всех на земле. Призовая тройка на китайском пьедестале – BYD, Volkswagen и Toyota. Volkswagen этого стыдится. Он жив до сих пор не благодаря немецкому гению, технологиям, совершенству, а только из-за китайской моды на иномарки. Toyota и подавно китайцев не любят, но раз есть такой рынок, надо брать. По соседству с Китаем 1,5-миллиардная Индия, успехами в которой и подавно никто не спешит хвастаться. Страна больше Китая по населению, но объем ее рынка в прошлом году составил 4 миллиона 350 тысяч штук. Индия с прекрасной историей, составляющей половину истории человечества, и отложенным на потом будущем. Страна нищая, голодная, неопрятная, настолько неподходящая для жизни, что население мечтает из нее сбежать. Главная машина Индии – местные Марути, сделанные из Судзуки. Марути всегда убогие, примитивные, маленькие, но индийцы ими хвастаются. Для них это престиж, роскошь наравне со слоном. Вторая успешная в Индии – корейская Hyundai. Третья – самая плохая машина в мире – Mahindra. На земле ей составить конкуренцию в состоянии только иранцы да русский АвтоВАЗ. На европейском автомобильном рынке здесь трудно всем. Каждая страна, даже якобы из единой Европы с общими правилами ЕС, максимально защищает свой внутренний рынок и осложняет жизнь чужакам. Зато дилерский центр на главной улице Европы, на Елисейских полях в Париже, сверкает бриллиантом в короне достижений, нервируя неудачников, озадачивая успешных, раздражая сильных. За прошлый год в Европе продано 12 миллионов 963 тысячи новых автомобилей. Лидер – Германия. В этой стране торговать машинами хотят все. Поэтому в немецких дилерских центрах самое шикарное предложение. Представлены любые модели. Но продавать сложно. Своя автомобильная промышленность в состоянии предложить всем все. От чужаков оборону немцы держат грамотно и выгоняют с рынка нежелательных судебными запретами. Например, китайская Brilliance получила решение суда, предписывающее забыть про немцев, удалить из китайского географического атласа всю Германию целиком и никогда больше не появляться на пороге. Емкость немецкого рынка в прошлом году составила 2 миллиона 817 тысяч автомобилей. Вторые в списке англичане, но у них руль справа, что открывает путь японцам, являясь препятствием для остальных. Прежде чем затевать специальную модификацию с правым рулем для ограниченного рынка, отмерять приходится 7 раз, затем отказываясь отрезать. Хотя 1 952 000 машин за год – неплохой результат. Французы такие же самодостаточные, как и немцы. У них хватает собственных имен, национальной гордости, чтобы иронизировать над остальной планетой. Итог борьбы международного автопрома за французского покупателя – 1 718 000 автомобилей. Первая марка Европы – Volkswagen. Второй нет. Статистически место отдано Stellantis, который состоит из 14 брендов, и каждый из них сам по себе совсем не лидер. Третий на пьедестале – сильный, изворотливый Renault.
Африканский рынок такой же безалаберный, как и вся Африка. Интеллигентные специалисты последние 100 лет пытаются доказать себе и всем вокруг, что Африку нельзя мерить единым аршином, и это не только разные страны, но и языки, и нации, и культуры, и даже цвет кожи. Но голодают они всем континентом на общих основаниях, и на весь материк не осталось ни одной приличной и процветающей страны. При всей разнице диагноз общий – Африка, про которую заранее предупреждают: не ходите, дети, в Африку гулять. Автомобили здесь даже производят. Их продают, ремонтируют, но гордиться автомобильным бизнесом, своим присутствием, дилерскими центрами и продажами никому не приходит в голову. Живет в Африке непонятно сколько народу, но принято считать, что 1,5 миллиарда. Продажи новых автомобилей на всю Африку – 552 985 автомобилей за прошлый год. Почти все они куплены в ЮАР. 474 558 штук при численности населения в этой стране в 62 миллиона человек. Остальные 1,5 миллиарда человек силами 62 стран и территорий континента купили за прошлый год 78 427 машин. Южная Америка такая же эклектичная и тоже сопротивляется измерениям по единой системе при помощи одного аршина на всех. Итоги скромные. На весь материк 3 249 390 машин. И гордых заявлений об успешном бизнесе не слышно. Достижения в основном у Бразилии, купившей 2 377 000 машин. Особенность Бразилии. Здесь любую марку считают своей национальной. Свой бразильский Ford, свой бразильский Volkswagen, свой бразильский Chevrolet. Всего своих бразильских фирм 13 и еще 5 по-настоящему бразильских. Континент живет не только Бразилией единой. Есть еще 4 страны, относительно пригодные для проживания. Среди них Аргентина со своим автопромом. Дорожное сообщение на материке остается здесь основным. Но ажиотажного интереса к присутствию в Южной Америке от автомобильных компаний нет. Зато те, кто пришел, знают, что здесь все очень медленное, вялое, не имеющее никакого отношения ко всемирно известному латиноамериканскому темпераменту. Поэтому необходима выдержка. Пришел и остался ждать у моря погоды на десятилетия, не рассчитывая на взлет, фейерверк, самбу, фестиваль. А какой рынок в мире самый вожделенный, важный, показательный? Куда всем надо, всем хочется, все стремятся? В Америку. Это самый престижный рынок в мире. В Америку стремятся люди и машины. Войти в Америку, удержаться, закрепиться и остаться навсегда – главная мечта. В прошлом году Америка купила себе 14 900 000 автомобилей, что сильно уступает Китаю. Но за Китай стыдно и не получается хвастаться, только каяться и обещать все исправить. Америка помогает расправить крылья любому. Окрыляют Zippo, Levi's, Coca-Cola, но продажи на американском рынке украшают ореолом героизма, и за коммерческий успех в Америке любого импортного дилера у себя дома вешают на доску почета. На американском пьедестале лидирует Ford. Второе место у Toyota, третье у Chevrolet. Поэтому в штаб-квартире Toyota в Нагое, рядом с доской почета, еще и вымпел американского подразделения за победу в соцсоревновании. Америка сама по себе награда, а с призовым местом в тройке лидеров и подавно. И как бы Трамп в посудной лавке себя не вел, никто от американского рынка не откажется. Был мечтой, остается мечтой. Всемирное джипостроение начали американцы в 1941 году. Их машина так понравилась, что все захотели себе такую же. Русские смастерили свой джип немедленно, вслед за американцами, в разгар войны получив ГАЗ-67. Остальные подождали, пока война закончится, и тоже сделали. Англичане – одни из немногих, кто осмелился отойти от иконописного облика и в 1947 году сделал собственный джип – Land Rover. Nissan потоптался, помялся, дождался вдохновения. В 1951 году получил Nissan Store, с годами ставший тем самым патрулем. У Mitsubishi в 1952 году получился Mitsubishi Jeep. Японцы облик Willys Overland оставили без изменений.
Молиться приступили сразу, но содержание изменили с поправкой на общую отсталость промышленности. Toyota в джипостроителе подалась в 1953-м, смастерив по памяти Toyota BJ. Раму взяли от грузовика, мотор — рядную шестерку, кузов, как смогли, старательно приблизили к американскому оригиналу. От прообраза оставили общий вид, максимально похожий на скворечник, тряпку вместо крыши, но очень неожиданно поступили с запасным колесом. Оно не лезло ни на одном джипе, ни в одной стране. Везде было не к месту, не помещаясь ни на маленькой машине, ни на какой другой. Поэтому самым оригинальным и наиболее выразительным во всемирной коллекции подражаний становилось расположение запаски. Toyota прикрутила ее на левое переднее крыло, как это было принято до войны на легковых машинах. Французы, как союзники, не стали ничего изобретать и развернули у себя копировальную фабрику, получив в 1953 году патент и собственный французский джип Gotchkis M201. Самый редкий джип – итальянский. После войны в Италии все еще оставалась автомобильная промышленность. В тему джипостроения охотно играл Fiat. Но его модель Компаньола 1953 года нередкая и неинтересная. А вот самый драгоценный джип в коллекции любого бьющегося головой о паперть и бампер – джип Альфа-Ромео. Даже звучит необычно, режет слух. Заподозрить Альфа-Ромео в столь нехарактерном автомобиле крайне сложно. Хотя в те годы фирма обладала таким размахом, что бралась даже за автобусы и троллейбусы. С геральдическим щитом смотрелись они необыкновенно. Но джип 1951 года все-таки самый редкий. Его официальный индекс 1900М и 3 псевдонима. Военный псевдоним Ар-51, гражданский Ар-52, но коллекционеры идентифицируют машину третьим псевдонимом Матта – сумасшедший. Но сумасшествие автомобиля не в конструкции, максимально повторившей американца, а в несоответствии остальному модельному ряду. Джип от фирмы Альфа-Ромео. Его никто не ждал и не очень дождался. Весь тираж составил 2050 экземпляров. И лишь теперь автомобиль ждут коллекционеры всего мира. Делали сумасшедшего джипа по заказу армии. Во Второй мировой итальянцы созерцательно разглядывали немецкие чудеса и даже унифицировали собственное производство под германские требования, научившись вытворять полноприводные и полноуправляемые машины с задними поворотными колесами, починить которые на поле боя невозможно, в условиях завода крайне трудно. Итальянские внедорожники Второй мировой получились еще сложнее немецких, что на войне недопустимо. А тут американское озарение. Простейший джип, гениальный каждой своей гайкой, двигателем, невероятной коробкой передач, возможностями полного привода и отпетой проходимостью. Изо всех сил рассчитывая, что воевать больше не придется, правительство Италии осмелилось на оборонный заказ и обратилось к Альфа-Ромео с предложением сделать так же ловко, как у американцев, а заодно так же дешево. Альфа-Ромео на заказ обиделась. Вместо прежних военных заказов с безудержной фантазией и безбрежным финансированием, когда можно было на казенные деньги мастерить максимально дерзкое изделие, в которых Альфа-Ромео знает толк, принуждение к армейской простоте выглядело оскорбительно. Чтобы в дальнейшем не объясняться с заказчиком, исполняя его волю сделать как у американцев, Альфа-Ромео замерила линейкой оригинал и старательно воспроизвела близко к тексту, максимально подчеркнув плагиат. Зато любой военный, захотевший себе джип, сразу поймет, что это джип и есть. Каноны всемирного джипостроения предписывали простейший кузов в стиле скворечника с тряпкой вместо крыши, раму, 2 моста. Вольности дозволялись с мотором и коробкой, но Альфа-Ромео поставила первый попавшийся готовый мотор от легкового седана Альфа-Ромео объемом 1,9, мощностью 64. У оригинального Willys с объемом в 2,2 литра мощность была чуть поменьше, 60 лошадиных сил. В длину копия получилась на 20 сантиметров больше оригинала, но оба уместились в K-класс до 3,5 метров. Зато двери итальянцы сделали назло американцам суицидальные, против входа, с хитрыми замками и сложными ручками, а простейшую дверную ручку привернули почему-то на капот.
Поскольку итальянцам понравилась английская интерпретация, своему джипу они поставили запасное колесо на капот, сделав задний борт откидным. Но ведь так не может быть, чтобы великая спортивная Альфа-Ромео что-нибудь не сморозила. Мотор? Нет, он обычный, чугунный, с алюминиевой головкой, простейшим карбюратором Solex. Цепь поставили, да, двойную. Коробка, раздатка, тоже обычная. Всю инженерную оригинальность применили в передней подвеске. Было невыносимо ставить передний мост от грузовика, и, несмотря на требования заказчика, переднюю подвеску Альфа-Ромео сделала независимой. Итальянское министерство обороны на получившийся джип Альфа-Ромео посмотрело с испугом, вяло оплатило единственный первый заказ и тихо отказалось от дальнейших закупок. Одиночество – важнейшая проблема людей. Они надеются справиться. Получается не у всех. Рядом необходим кто-то второй, свой понятный, близкий. В детстве это мама, ее достаточно. Но затем желателен муж, жена. Вот без него, имеющего распространенный статус второй половинки, жизнь не вмоготу. И на его поиски уходит вся жизнь, день за днем. Это долгий путь. И пока дождешься результата, надо заниматься чем-нибудь еще, чтобы скоротать время. Под вторую половинку отведена ровно половина собственной жизни. И пока здесь пусто, заполнять приходится чем ни попадя. Отлично отвлекает работа. В нее можно уйти с головой и получить пролонгированное алиби, объясняя себе, что семья не нужна, поскольку работать интереснее и полезнее. Голливуд отлично иллюстрирует такой способ одинокого существования, увлекательно заменяя семейную тоску азартной ловлей преступников, подвигами, погонями, драками, аферами, перестрелками. Неплохо справляется с задачей наука, диссертации, исследования, профессиональные склоки. Преуспевают писатели, умело рассказывающие о том, почему ничего не получилось, или, наоборот, превзошло ожидание. Самый распространенный вариант, всенародный и всемирный – алкоголь и наркотики. Тонизирует, утоляет жажду жизни, порождает фейерверк безо всякого повода. А на заднем плане общечеловеческого поиска семейного счастья, собственного благополучия, бытовой стабильности – одинокие бабушки с вязанием, сплетнями и 7 слониками. Слоники сопровождают человечество пару столетий и задокументированы с конца XIX века, встречаясь и на фотографиях, и в мемуарах многих поколений. Но самый массовый вариант – котики. Не случайно они правят миром, социальными сетями, контентом. Котики у всех и у каждого. Они прекрасно живут вперемешку со вторыми половинками, их потомством, но максимально броско фигурируют на руках одиноких женщин в возрасте от 16 до 99 лет. Начинается исцеление человеческого одиночества с одного котика, затем добавляется второй, потом случается трикотаж, потом набирается коллекция, из которой возникает котоферма и скандал с соседями. Нина Мюллер обо всем начала догадываться в 17 лет, проявив изрядную прозорливость. Возраст не лишал ее оптимизма, но диктовал осмотрительность. Предполагая, что голубоглазые блондинки в германской провинции имеют неплохие перспективы, Нина на всякий случай начала присматриваться не только к соседским парням, не только к окрестным котикам, но и к мерседесам. Блондинка с мерседесом перспективнее блондинки без мерседеса. Испытывая чрезмерный гормональный выброс пубертатного периода, Нина сумела унять метущееся сердце в груди и вместо замаха на самый дорогой и современный «Мерседес» осмотрительно влюбилась в старенький В-201 по прозвищу «Бэби Бенц», он же первое поколение 190-го «Мерседеса» образца 1982 года. К моменту девичьей влюбленности самому свежему объекту обожания исполнилось 22 года, что по человеческим меркам идеально, но по автомобильным означает геронтологию. Сбой в целеполагании стал очевиден, когда свою первую любовь Нина Мюллер назвала женским именем Офелия. Ориентация предполагала перспективы, обозначив бесполезность дальнейшего поиска традиционной второй половинки. И Нина Мюллер взялась за эту жизненную стратегию со всем горячим пылом юности и вслед за первой Офелией купила себе еще один 190-й «Мерседес». Но ведь слоников полагается 7 штук, и сельская девушка Нина, живущая на ферме среди лошадок, осликов, курочек,
Ну и еще 2 «Мерседесов», купила себе еще 2 190-х. Но ведь 4 одинаковые машины под предводительством Офелии все еще недостаточная коллекция. И к своему 27-летию Нина Мюллер купила 5-й «Мерседес 190» в исполнении «Авангард Росса». Таких машин было выпущено всего 2300 штук по цене от $30 тысяч. Все «Авангарды Росса» красили только в глубокий вишневый цвет, хотя Росса обещает красный. Двигатель 1.8, мощность 108 лошадиных сил и много красивых элементов в отделке салона. Идеальная подставка под 7 слоников или коллекцию котиков. Сегодня Нина Мюллер изо всех сил счастлива у себя на ферме. У нее гараж, подъемник, гайковерт, 5 «Мерседесов» одной модели и татуировка на левой руке V201 Baby Benz. Ее стороной обходят даже местные трактористы. Огромная неудача BMW. Флагманская семерка серии E65 2001 года дизайнера Криса Бенгла. Технические преимущества машины отошли на второй план, настолько сильно схватило сердце у поклонников марки. Внешность затмила содержание. Пережить облик модели не получилось. Репутации фирмы не хватило убедить публику, что на самом деле уродство им лишь показалось, и в действительности это очень красивый автомобиль. Флагмана BMW покупают, чтобы красоваться на публике. Когда хочется инженерии, управляемости, скоростей, покупают 3. Если объелся гамбургеров, 5. 7 берут, чтобы хвастаться. В сказке «Красавица и чудовище» главного героя заколдовали, но шанс на спасение оставили. 7 в кузове Е65 получила родовую травму, несовместимую с жизнью, и расколдовать ее было невозможно. Когда дизайнера Криса Бенгла собрались бить в подворотне, предварительно спросив, какого черта, он ответил: «Привыкните». После чего был изгнан с позором из BMW и долго скитался по миру в поисках работы, в итоге став китайским дизайнером. BMW E65 подняла продажи конкурентов, в первую очередь Ягуара. Перепуганная клиентура отшатнулась от BMW, но эти люди принципиально не покупают Mercedes. В споре Nikon и Canon, Pepsi-Cola и Coca-Cola, iOS и Android они свой выбор сделали давно. Оставшись без привычного BMW, презирая Mercedes, они подались к Ягуару, Audi, Lexus и американцам, вдохнув жизнь в европейские продажи Cadillac. Утираясь, BMW сочинила формулировку, которой с тех пор прикрываются все неудачники в мире. BMW заявила, что провальная машина оказалась очень прибыльной. На ней фирма не только не разорилась, но и заработала. Главной у поколения E65 была машина с грандиозным двигателем V12 модели N73. Двигатель 3-го поколения. До него BMW утерла нос всем немцам на свете мотором M70, когда вышла в 1987 году с главным V12 Германии на второй «семерке» в кузове E32. Двигатель 3-го поколения. Ставили только на 2 машины. На испорченную Крисом Бенглом BMW и на Rolls-Royce Phantom. Исчезли некрасивые «семерки» E65 очень быстро. Как только прекратили производство, их тут же не стало на улицах. Сегодня их немного в объявлениях о продаже. Будто от них специально избавились и вместо вторых рук закапывали на огородах, сдавали на свалку или все же сумели расколдовать. И они сейчас ездят по улицам, но в виде совсем других, красивых моделей. А те немногие, кто сохранился, остались головной болью несчастным владельцам. Такой машиной нельзя было похвастаться в период ее молодости, ей невозможно гордиться теперь, имитируя коллекционность. Но еще больше страданий в техобслуживании. Любая BMW с первого дня учит хозяина ежедневному мониторингу запчастей и покупкам на будущее, на всякий случай. Мастер-приемщик постепенно становится лучшим другом. Адреса разборок BMW помнятся наизусть. Всякая не новая машина дешевеет. 7 E65 сегодня доступна по цене малолитражки, но ее обслуживание разорительно. В Америке недавно случился примечательный скандал. Несчастный хозяин флагманской E65 с двигателем V12, так и не сумевший ее расколдовать и тратящий деньги на поиски доброй феи и на запчасти в одинаковой пропорции, пошел искать бензонасос, после чего открыл для себя новую статью расхода на антидепрессанты.
Оказалось, что при цене автомобиля в $12 700 бензонасос можно купить за 15 тысяч. Новый, оригинальный. Популяция таких бензонасосов на планете Земля исчезающе мала, относится к эндемичным видам. Поэтому если бензонасос сломался, дешевле выкинуть машину целиком и купить такую же, сэкономив на разнице пару тысяч долларов. Америка возбудилась новостью и принялась искать решение. Самая очевидная идея. Поскольку коллекционной ценности Е65 не представляет, нет смысла поддерживать ее в реставрационном состоянии полного соответствия оригиналу. Следовательно, фирменный бензонасос не обязателен. Достаточно аналога, полумертвого с помойки или откапиталенного умелыми руками. Уважаемым олдтаймерам автомобиль становится к 25 годам. Международная классификация не настаивает на четких возрастных границах, и в каждой стране свои правила, нюансы и отличия. Но большинством голосов принято считать, что до 25 лет – это молодость, наши современники, обычные машины в потоке. С 25 лет они превращаются в историческое и культурное наследие, ценятся и оберегаются. Флагманская BMW 760 в кузове Е65 с великим двигателем V12 на пороге олдтаймерства, вступление в статус исторического автомобиля, считается машиной, которую вместо того, чтобы чинить, логичнее выбросить. Почему по хорошей дороге надо ехать медленно? Почему на отличном автобане непременно должно быть ограничение скорости? Почему по идеальному шоссе нельзя очень быстро? Нас всю жизнь дрессируют страхами о превышении и всегда неубедительно объясняют безопасностью. Чем быстрее едешь, тем быстрее умрешь. За десятилетия схему упростили, перестав объяснять и потребовав выучить. Скорость убивает. Нельзя ехать хорошо, быстро, в удовольствие, потому что непременно погибнешь сам и убьешь всех вокруг. В результате многие из вас в это поверили и теперь рассказывают мне эту чужую идею, выдавая ее за собственное умозаключение. Но Германия с ее безлимитными автобанами и скоростью в предельную резвость остается непреодолимым контраргументом. Немцы все никак не вымрут. И гонять на максимальных скоростях они начали в 1934 году, когда тормоза не держали, руль гулял, фары промахивались, но немцы не унимались. И, несмотря на очень опасные автомобили, продолжали наращивать скорости на своих безупречных дорогах. Кстати, немногие знают, что Германия в те годы начала строить свои самые быстрые в мире дороги по канонам гоночных трасс, предложив водителю профилированные повороты, как на кольцевом треке. Это когда в повороте не требуется поворачивать руль, поскольку поворот происходит за счет уклона дорожного полотна. И для скоростной езды немцы первыми в мире начали строить не только очень быстрые легковые автомобили, как, например, Mercedes-Benz 540К Автобан Курьер, но и грузовики. В 1937 году Opel на грузовик Blitz установил двигатель от флагмана легковой гаммы, модели «Адмирал», 6 цилиндров, 75 лошадиных сил. Фирма поставила перед собой задачу сделать грузовик, способный не выпадать из скоростного потока автобана, нестись, не сильно отставая от остальных. Максимальная скорость Opel Blitz 90 км в час, что в те времена было быстрее многих легковых машин. Но в мире обыватели, трусливые, слабые, пытаются ухватить быстрых и дерзких за рукав криками о безопасности. Мчаться нельзя, потому что это вызывает зависть. Но для оправдания принято говорить слово «безопасность». Оправдание устарело. Быстро нельзя не потому, что капля никотина убивает лошадь, хомяка разрывает в клочья, скорость убивает водителей всех вокруг. Австрийцы, прожившие 90 лет в зависти к немцам, придумавшие себе максимум ограничений, запретившие себе нормальную езду, сочинили другую причину для ограничения скорости. На сверхсовременных, очень безопасных, отлично сделанных автомобилях быстро нельзя, потому что это наносит ущерб грядущим поколениям. Умрете не вы, а ваши внуки. И не от скорости, а от экологии. Оказывается, современный автомобиль по Евро-6 настолько опасен для Греты Тунберг, что ему нельзя быстро ехать из-за чудовищного выхлопа, отравляющего австрийскую природу, австрийский воздух
австрийский генотип. В Австрии существует специальный закон ограничения скорости по контролю за загрязнением воздуха. Там, где отличное шоссе, там нельзя быстро из-за СО и CH. На самых хороших дорогах Австрии, специально для унижения людей и неравенства в зависимости от благосостояния, этот закон запрещает бензиновым автомобилям по Евро-6 ехать быстрее 100 км в час, потому что загрязняют. А электромобили им разрешено 130 км в час, потому что безупречно чисты. Усугубляя проблему, ЕС потребовал к 30 году снизить на дорогах Европы долю бензиновых автомобилей и заставить себя и других пользоваться электричками. И тут внезапно в Австрии началось просветление разума. Во-первых, австрийские законодатели поняли, что выполнить требования ЕС невозможно. Во-вторых, как заявил представитель Австрийского министерства окружающей среды, для защиты экологии необходимы объективные и разумные стратегии. В-третьих, от лица австрийской власти представитель администрации признался, ни один вид транспорта не должен противопоставляться другому. И вместо того, чтобы продолжать обсуждать, ничего не меняя и лишь любуясь собой, власти земли Штирия первыми в стране сняли ограничения скорости на автобанах А2 и А9, вернув равноправие и позволив быстро ехать всем, а не только зеленым и голубым, убрав ограничения в 100 км в час и разрешив всем 130 км в час. Оказалось, что защищать воздух не имеет никакого смысла. Стало понятно, что ограничения бессмысленны. Урезонивая выкрики с мест, правительство земли Штирия заявило, цель не в том, чтобы полагаться на запреты и ограничения, а в том, чтобы облегчить положение всех, кто зависит от своих транспортных средств. Поэтому в Австрии теперь можно ездить быстро. Данное решение начало распространяться по всей стране. Главный грузовик Америки – Kenworth V900. Красивый символ страны, безошибочно узнаваемый, снявшийся в фильмах. Классический стиль, вызывающий зависть прямоугольный нос, бампер до земли, 4 старорежимные круглые фары и кабина любой формы и содержания. Капот настолько длинный, что американцы с удовольствием при помощи английского Гиннесса провели замеры и записали в анналы от бампера до начала спального отсека 3 метра 30 сантиметров. Когда в 1961 году началось серийное производство 900-х Кенвортов, все грузовики вокруг были такими же. Похоже выглядел Фридлайнер, таким же был Петербилд, близнецом смотрелся Вестерн Стар, впрочем, как и классический Мак. Но олицетворением страны стал именно 900-й Кенворт, потому что остальные с годами сошли со сцены из конвейера, а Кенворт остался. Как его создали в 61-м, так до сих пор и выпускают. Но сами американцы пытаются имитировать скромность и, несмотря на 61-й модельный год, началом биографии полагают 63-й. То есть автомобиль находится в производстве 62 года. Главный маркетолог Кенворта Кевин Хейгуд формулирует след грузовика в биографии страны. 900-й действительно является историческим, поскольку он помог сформировать североамериканскую культуру и традиции грузоперевозок, какими мы их знаем сегодня. Его часто можно увидеть на выставках грузовиков, в фильмах, по телевизору, а также на других мероприятиях. Это культовый грузовик, который наши клиенты и любители грузовиков ценят за его классический стиль. Когда в 2014 году Kenworth выпустил миллионный грузовик, пресс-релиз не настаивал, что все они были модели 900-й, но на помощь пришло общественное мнение и провозгласило весь миллион, состоящим исключительно из этой по-настоящему культовой машины Америки. Фирма Kenworth внезапно объявила о прекращении производства главной грузовой легенды американского автомобилестроения. За 62 года все привыкли, что измениться может что угодно. И страны, и континенты, и планета Земля, но не может быть остановлено производство 900-го Кенворта. Меняется мир, не меняется 900-й. Он навсегда. Он легенда и остается с людьми до окончания цивилизации, конец которой явно вот-вот случится. Объясняя причину отставки 900-го Кенворта, маркетинговый директор сообщил что-то невнятное про экологические требования, новые нормы безопасности, что неправда.
Все 62 года производства Кенворт модернизировался и выпущенный в 1925 году имеет только внешнее сходство с первородной машиной 63-го. Начинался 900-й с дымного Катерпиллера и Детройт-дизеля. Сегодня под самый длинный капот в мире ставят современный Каменс максимального экологического стандарта. У 900-го такие же новейшие тормоза, рулевое, коробка. Классика облика скрывает инновационное содержание. Нынешний Кенворт очень современный грузовик, все еще легендарный и в то же время прогрессивный. Снимая 900-го с конвейера и не меняя его ни на какую интересную модель, Кенворт совершает роковую ошибку. Из тех, которые невозможно объяснить и которые видно со стороны, но не видно изнутри компании. Подобное поведение регулярно выводит из игры уважаемые фирмы с историей и репутацией, когда у них возникает желание начать жить по-новому, и вместо того, чтобы сменить персонал, начиная с директора, они меняют модель. В легковом сегменте обновление требуется в среднем каждые 8 лет. В коммерческом сегменте жизнь не такая стремительная, и, например, пикапы можно менять на конвейере раз в 15 лет. У грузовиков жизнь течет еще медленнее. Никому не приходит в голову ждать новинку раньше, чем через 20 лет. Кенворт показал, что и 62 года – приемлемый период для хорошей модели. И как не было причины менять 900-го 30 лет тому назад, как он не устарел 20 лет тому назад и оставался очень популярным 10 лет тому назад, так и последующие десятилетия он будет всем нужен, и очередь за ним не прекратится. Маркетолог Кевин Хейвуд заклинает на прощание. Хотя производство этих грузовиков подходит к концу, мы с нетерпением ждем возможности увидеть их на наших дорогах и на выставках грузовиков в течение многих лет. В этих словах чувствуется неослабевающий спрос на 900-го и его немеркнущую популярность. Но вместо того, чтобы его по-прежнему производить, на фирме Кенворт решили его добрым словом поминать. Вопросы, ответы, реплики. Пауль Фомин. Я осенью 2024-го лично привез одного уверовавшего в санкции человека возрастом 40+, из Турции, экономиста, в салон автомобилей Mercedes-Benz, Москва, МБ РУС, Ленинградский проспект, 39А, где в наличии было, что купить и на чем уехать. Машины собраны в Есипово, либо в Германии. Данный персонаж не поверил в факт того, что он находится у официального дилера, что все автомобили официальные, имеют такие же официальный сервис и поддержку, что Mercedes настолько самостоятельный в этом финансовом мире, что если у тебя есть деньги и время на ожидание, то будь ты хоть сатаной, кушающим младенцев на завтрак, к твоим услугам все, от А-класса до бронированного Майбаха. Он был твердо уверен, что это все китайские автомобили. Такой взрослый, а все в каком-то розовом мире живущий человек. Йохан Ловен. Сергей, ваши взгляды – это ваша свобода, но вот ваша заносчивость начинает зашкаливать. Как вы Викинга отчитали и человека, написавшего про искусственный интеллект? Это уже наглость в связи с тем, что Викинг прав. Я немецкий мастер по авторемонту. 24 года работаю на ТÜV и принимаю экзамены на вождение. Это к слову. Какие немецкие газеты вы читаете, я не знаю. Но вот с информацией вы работать не умеете. Вы докапываетесь до правописания. При этом основатель фирмы DAF, про которого вы так остроумно рассказывали, никогда не жил в Америке, он просто родился в голландском селе с названием Америка. Контейнеров он не придумывал, и это не были контейнеры, хоть вы их так назвали. В отличие от ваших заявлений как эксперт, не только русские истребители могут летать маневр «Кобра». Первыми выполнили его шведские строевые летчики на истребителях СААП-35 «Дракен» еще в 50-х годах. Откровенная чушь про досылатель на автомате М-16. Это только то, что я по-быстрому вспомнил. Сергей, вся эта информация доступна, и это делает вашу манеру барского величия постепенно противной. Вы, конечно, никогда не зачитаете этот пост, а если, то и его, и меня обольете помоями, но для себя. Проверьте мои доводы и поработайте над ошибками. Раз уж вы с Викингом живете в Германии и не знаете Германию, не буду вас утомлять, сразу подведу к выводу. Жить в стране не значит быть осведомленным о происходящем в стране. Если в вашей повседневной жизни нет цен на обучение и экзамены в немецких автошколах, вы не знаете про ситуацию на автозаводах,
не в курсе про то, как другие ремонтируют свои автомобили. Германский ВНЖ не превращает вас в знатока. Ваши слова, заблуждения и взгляд себе под ноги в немецкую реальность. Чтобы знать чуть больше, чем происходит у вас в подъезде, и понимать Германию чуть шире своего двора, достаточно подписки на электронную версию журнала «Автомоторунспорт». Допускаю, что ни вам, ни Викингу это не поможет, поскольку вы пытаетесь не увидеть у себя свой собственный диагноз, свое неумение работать с информацией. С какой стати вы приписываете мне чужую историю про основателя фирмы DAF, про которого я никогда не рассказывал? Но вы все еще считаете рассказ моим и спорите со своим искаженным восприятием. Про маневр «Кобра» и мой комментарий попытайтесь не только услышать текст, но и понять его смысл. Про досылатель на М-16. Найдите стрелковые наставления к М-16. Постреляйте из нее сами. Проверьте досылатель в деле. Не спорьте о вкусе устриц с теми, кто их ел. Хотя спорите вы с самим собой. Ваши обиды про какого-то придуманного вами другого ослоняна к моим словам не имеют отношения. Кстати, маневр пишется через «А». На сегодня все. До свидания.